Всем здорово, чуваки! Сегодня мы проведем один из самых необычных и интересных экспериментов на нашем канале. В ТикТоке мы наткнулись на одно очень супер-мега крутое средство под названием антижир. Якобы оно удаляет практически все. Типа там ржавчину, чистит легко сковородки, легко удаляет жир. И нам стало интересно, действительно ли это так? Давайте проверим. Кроме популярного средства, которое было в ТикТоке, мы еще взяли другие виды антижира разных производителей. А также разной ценовой категории, от самого дешевого до самого дорогого. Ну а насколько эффективно каждое из этих средств удаляет жир, мы проверим прямо сейчас. Ну а в качестве чего-то жирного мы будем использовать маргарин под названием Пышка. Ну, по внешнему виду уже видно, что это что-то супер жирное. Ну, мне кажется, вы знаете, что такое маргарин и что это очень противная хрень. Массовая доля жира этого маргарина 72%. Так, раскрываем упаковку. Фу, хрень. Так, наносим его на стол. Ну а начнем, естественно, с самого дешевого средства. Оно стоит 55 рублей. Переключаем носик с выключенного состояния на спрей и пшикаем. Отлично работает. Наносим на маргарин наш спрей. На упаковке написано, что нужно ждать не более 15 минут. Я думаю, 5 минут будет достаточно. Но теперь становится очень интересно, как же удалится маргарин. Давайте его сотрем. Слушайте, ну по внешнему виду такое ощущение, как будто он отслоился от стола. Так, убираем. По-моему, очень легко. Спустя 10 минут средство подсохло и никакого жира, как видите, нет. Стол абсолютно чистый. Ну а теперь давайте возьмем следующее средство. Оно по стоимости чуть подороже, стоит уже 110 рублей. Но чтобы нам не ждать, пока подействует каждое следующее средство, мы нанесем сейчас маргарин на стол и сверху на него попшикаем. Так, наносим маргарин для каждого средства. И сюда. Теперь каждым средством брызгаем на маргарин. Вот это пена, офигеть. Офигеть, мне кажется, это будет эффективно. О, тут пена уже погуще, кстати. О, как тяжело она пшикается, офигеть. В более дешевых средствах, что в первом, что во втором, здесь пены практически нет. В средстве средней ценовой категории пена уже более пышная, но очень много пузырей. Ну а в более дорогих средствах пена практически без пузырей. Прошло 5 минут, и давайте попробуем стереть маргарин средством за 110 рублей. Так, убираем. Ну, вроде бы очень легко. Так, ну давайте теперь удалим средство за 130 рублей. Так, убираем. Опа, смотри. А нет, мне показалось, там маргарин остался. Следующее хваленое средство за 150 рублей. Убираем. Чик-чик-чик. Что-то пена как-то тяжело убирается. Ну и последнее, самое дорогое средство за 300 рублей. Так, убираем. Теперь подождем, пока подсохнут средства, и посмотрим, останутся ли на столе разводы. И снова прошло 10 минут. Но, как вы помните, за 10 минут самое дешевое средство уже высохло. Но среди остальных есть проблемы. За это время высохло только самое дорогое, но минус у него в том, что здесь остались разводы маргарина. Прям чувствуется, что это жир. То есть жирная поверхность. Очень. Эти два средства подействовали как будто бы одинаково. Я думаю, вам видно, что здесь есть пятна, но стол сухой. Ну, а это средство нас сильно огорчило. Оно все еще сохнет. Здесь есть много капель, которые, по-моему, очень жирные почему-то. Видимо, маргарин все-таки остался. Я, конечно, ни на что не намекаю, но средство за 55 рублей оказалось не хуже других. По-моему, это чудо. Для нас идея с антижиром — это что-то новенькое, что-то уникальное. Мы не просто удаляем ржавчину откуда-то там или чистим какую-то сковородку. Мы делаем это по-своему, пытаемся как-то креативить. И давайте так, если вам эта идея с антижиром действительно понравилась, давайте наберем под этим роликом 10 тысяч лайков, и тогда мы снимем вторую часть. Поверьте, мы уже знаем, что можно снять, и это будет очень неожиданно и очень интересно. Так что не забудьте про лайк, спускайтесь вниз под этот видеоролик, там есть красная кнопочка подписаться, нажмите на нее, сделайте ее серой, и вы станете нашим подписчиком. Но если ты уже подписан,
Ты красавчик. Ну а сейчас давайте перейдем к следующему эксперименту с антижиром. Вот как вы думаете, что будет, если мы зальем большое количество антижира в большое количество масла? Здесь написано, что на 100 грамм продукта приходится жира 99,9 грамма. Получается, что в этой бутылке почти 100% жир. Ну а так как вот это антижир, а вот это 100% жир, что будет, если мы их соединим вместе? Какая будет реакция? Оно что, все взорвется, или масло превратится в воду, или оно просто поменяет цвет? Давайте узнаем. Для каждого спрея мы подготовили банки. Теперь заливаем большое количество масла в каждую банку. На всякий случай я надену маску, а то мало ли что-нибудь брызнет потом, хрен отмоешься. Начнем с самого дешевого средства, откручиваем крышку. Хочу сказать, чтобы вы ни в коем случае не повторяли то, что мы делаем, это может быть опасно. Ну, а мы профессионалы, нам можно. Погнали. Заливаем средство за 55 рублей. О, это что такое? Это что за магия, а? Он как будто, знаешь, он как будто застыл, короче, в масле вообще. Да. Ладно, пускай настаивается пока эта жидкость, а мы нальем остальные средства. Откручиваем крышечку. Знаете, самый прикол, мне кажется, в том, что разные производители, а значит и разные составы, наверное. Может, как-то все-таки реакция будет разная? Давайте узнаем. Наливаем следующее. И я отойду чуть-чуть. Это какая-то лавовая лампа, реально. Так, ну пока что-то ничего не разобрать. Так, следующее средство средней ценовой категории. Заливаем. Блин, ну я такой реакции еще не видел, кстати. Но это забавно смотрится вообще. Такое ощущение, как будто я добавляю клей в воду. Но только как будто это все не склеивается, а как-то застывает. Я не знаю, как это объяснить, но это очень забавно. Так, предпоследнее средство, почти самое дорогое. Добавляем. Ну и самое дорогое средство, которое что-то у нас не удалило маргарин со стола, не откручивается. Не знаю почему. Это какая-то подстава. Что будет, если обшипнуть? О, прикольно было. Да, забавно. Ну-ка, давай еще раз. О, там струйка такая, смотрите. Придется его резать. Если кто знает, как открывается эта бутылка, напишите в комментариях. Так, наливаем. Не, по-моему, то же самое. В этом случае можно заметить, что пены очень много. Даже в толще воды очень много пены. В самом дешевом средстве можем видеть, что масло поднялось наверх, но очень много пузырей. Со вторым средством реакция похожая, но пузырей уже меньше. С третьим и четвертым средством реакция одинаковая. Единственное, что цвет жидкости разный, потому что, они имеют такой цвет. Ну а пятое средство как будто расщепило это масло и превратило его в пену. Могу предположить, что самое дорогое средство лучше всех удаляет жир. Хотя почему-то стол после маргарина был жирным. Ну а теперь хочется проверить самое главное. Сможем ли мы сделать какой-то супер антижир, если мы соединим все эти антижиры в один? Для начала давайте заполним половину банки маслом. А в другую банку мы добавим все виды антижира. Сейчас будем смешивать эти антижиры. Возможно, какая-нибудь реакция пойдет. Ну что, ребята, вы готовы? Давайте уберем нахрен со стола все средства. Ребят, мне кажется, или мы создали бензин? Он, по-моему, очень похож на бензин. И такое ощущение, вот он светится. Или мне кажется? Ладно, давайте заливать. Как мы помним, реакция каждого средства была разная. Но что, если мы зальем все вместе? Пишите в комментариях, что будет. Я не знаю, давайте заливать. 1, 2, 3. Такое ощущение, как будто средство в банке кипит. А теперь кажется, что масла как будто стало меньше. Очень странная реакция какая-то. Такое ощущение, как будто банка разделилась на 3 части. То есть часть масла, часть пены и часть средств. Ну, подводя итог, хочется сказать, что супер антижир мы получить не смогли. Хотя, кто знает, как бы он удалил ржавчину. Отличная идея для ролика, я считаю. Ну, а если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Подпишитесь внизу на канал, не забывайте про это. И не забывайте также, что я для вас снимаю только самые крутые интересные эксперименты. Всем пока!